Всем привет! Археология отвечает на наши вопросы о прошлом и иногда, если повезет, дает некоторое представление о настоящем и будущем. Однако бывает и так, что археологи вытаскивают на свет Божий такие тайны, разгадать которые попросту невозможно. Это как увлекательнейший роман, но с открытым финалом. Сегодня я вам расскажу о 5 невероятных находках археологов. Но прежде чем мы начнем, не забудь подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Приятного просмотра! Пор-Бажин, Сибирь. В 1891 году посреди горного озера ученые обнаружили одно из самых загадочных сооружений в России – Пор-Бажин или глиняный дом. Домом это назвать сложно. Пор-Бажин представляет собой целый комплекс 1300-летних построек, занимающих площадь в 7 акров и расположенных всего в 30 километрах от границы с Монголией. За столетие с лишним, что прошло с момента открытия Пор-Бажина, исследователи ни на волосок не приблизились к пониманию того, кто построил этот комплекс и зачем. Не исключено, что к строительству Пор-Бажина были причастны правители Уйгурской империи, поскольку архитектурный стиль схож с китайским. Однако, поскольку глиняный дом расположен вдали от торговых путей и населенных пунктов, вполне может быть и так, что изначально он задумывался как монастырь, летний дворец, обсерватория или памятник. Несколько обнаруженных на территории комплекса артефактов говорят в пользу того, что в его центре располагается буддийский монастырь. Но доказательств этой теории пока что слишком мало. Подземные пирамиды этрусков. 4 года назад итальянские археологи обнаружили, что под средневековым городом Орвиетто таится целый комплекс пирамид. Правда, исследователь Клаудио Бицари с печалью отмечает: проблема в том, что мы не знаем, сколько еще нам нужно копать, чтобы добраться до них. Началось все с того, что в старом винном погребе археологи заметили ступеньки в этрусском стиле, уходившие под пол. Раскопки привели ученых в тоннель и помещение с наклоненными и сходящимися в одной точке стенами. В ходе дальнейших раскопок археологи нашли этрусскую керамику 5 и 6 веков до нашей эры и более 150 надписей на этрусском языке. Что интересно, лестница из винного погреба уходила еще ниже того уровня, до которого добрались исследователи, а тоннель привел их к еще одной подземной пирамиде. То, что это, возможно, была цистерна для хранения чего-либо, археологи исключили, но вариантов предназначения этих странных пирамид осталась масса. Мумии Чинчорро. Представители древней южноамериканской культуры по праву считаются пионерами в области изготовления мумий, ведь впервые мумии Чинчорро были обнаружены в 1917 году немецким археологом Фридрихом Максом Улле. В этот раз ученых ожидал грандиозный сюрприз – множество тщательно обработанных, хорошо сохранившихся тел. Оказалось, что рабочие обнаружили образцы самой старой на планете методики искусственного мумифицирования. Чтобы не допустить разграбления могильника, археологи незамедлительно начали работу по спасению мумий. Было извлечено 96 тел, некоторые из которых были не просто в хорошем, а в превосходном состоянии. Ученые обнаружили также массу предметов, распределенных по могилам: рыболовные крючки, лески, гарпуны, устройства для метания копий и прочее. После в регионе еще не раз обнаруживались новые захоронения Чинчорро. Так, в апреле 2014 года на севере Чили произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 8,2 балла по шкале Рихтера, в результате чего на поверхность Земли были выброшены мумии доколумбовой эпохи. Так, стихийное бедствие еще чуть-чуть приоткрыло завесу тайны древних обитателей Нового Света. Мумии, обнаруженные в результате природной стихии, южноамериканские специалисты датируют примерно 5000-3000 годом до нашей эры, средний архаический период. В целом историки выделяют 3 основных периода развития культуры Чинчорро: ранний архаический период, вышеупомянутый средний и поздний архаический период. Всего за прошедшие годы ученые обнаружили в песках около 1000 мумий. Эта коллекция не имеет аналогов в мире,
Последние экземпляры, найденные археологами, изготовлены во втором тысячелетии до нашей эры. Мегалитические храмы Мальты. Примерно с 4000 до 3000 года до нашей эры на островах Мальта и Гоза жили храмовники, оставившие после себя множество храмовых комплексов. Удивляет не только архитектура этих строений, но и то, что храмовники в какой-то момент попросту исчезли, не оставив после себя ни единого следа. Помимо уже упомянутых храмов, все, что могут по этому поводу сказать археологи, причиной исчезновения цивилизации храмовников была не эпидемия, не война и не голод. Возможно, не обошлось без религиозного экстремизма или экологических факторов, других версий нет. О храмовниках было известно только то, что они явно были одержимы сооружением каменных храмов. На обоих островках их насчитывается более 30. Исследователи обнаружили там следы жертвоприношений и проведения сложных ритуалов, а также выяснили, что храмовники были зациклены на идее жизни и смерти. Археологи нашли и сложную систему подземных гробниц, что подтверждало уважительное отношение храмовников к мертвецам. Пропавшая супружеская пара. Останки Марселина и Франсин Дюмолен, пропавших 15 августа 1942 года, обнаружили в швейцарских Альпах, в леднике Цан-Флеуран, близ горнолыжного курорта Ле-Диаблери. Полиция подтвердила личность погибших после проведенного ДНК-теста и опознания дочерью пары. Супруги были найдены лежащими рядом друг с другом, вместе с рюкзаками, бутылкой, книгой и часами. 75 лет о судьбе супругов Дюмолен было ничего не известно. У них остались 7 детей, 5 мальчиков и 2 девочки, которых отправили в приемные семьи после того, как длившиеся 2 месяца поиски пропавших в горах ни к чему не привели. Высказывается версия, что пара провалилась в расщелину в леднике. А на этом все. Спасибо тебе за просмотр. Обязательно подписывайся на канал, чтобы узнавать все самое интересное первым. Удачи и до встречи в будущем.